Всем привет! Не успело у нас закончиться чудо, как начинается уже следующее масштабное событие, это Лига Наука. Ну, мы с вами знаем, да, что они идут по кругу подряд. Лига Наука, Лига Ихара, возможно, еще схватка Альянса туда добавится, и потом чудо. Вот у нас чудо закончилось вчера буквально, и с сегодняшнего дня у нас сразу же появилась Лига Наука и появился укромный квалификатор. Это событие, которое предшествует Лиге Наука. Сначала нас поделили на 4 группы. Я потом в конце видео покажу скриншоты, там кто на каком месте в других группах. И, соответственно, у нас первая группа это К1М85. Возможно, есть небольшие погрешности в той информации, что я скажу, в плане не сильно активных серверов. Если они в другой группе, прошу прощения, как бы точной информации нет, и я делаю выводы чисто по скриншотам, которые вижу. Информации официальной не давали, какой сервер в какой группе, но тем не менее первая группа, учитывая, что активные сервера наверху я вижу, это К1М85. Вторая группа наша это М86, М108. Потому что я вот здесь вижу М108, возможно, чуть-чуть больше. Третья группа это М110, М132. И четвертая группа М133, М144. Но опять-таки я потом скриншоты ставлю, вы сами увидите эти рейтинги, но тем не менее поделили вот так вот, что, грубо говоря, у нас 2 группы стареньких серверов и 2 группы молодых серверов. С каждой группы сейчас вот тоже видно, что только 8 союзов пройдут в плей-офф. И в рейтинге мы сейчас эти 8 союзов видим. Если ваш союз на более низком месте, то, соответственно, вы вот здесь вот видите рейтинг союза, там, например, 20, но вы не видите, кто перед вами после 8 места. Сейчас ГМ только что буквально ответила, что это задумано было специально разработчиками, чтобы было видно только 8 первых мест, ну и спросила наше мнение, хотим ли мы, чтобы было видно всех. Я написала ей, что хорошо бы было видно всех, кто является участником этой группы, как минимум для того, чтобы видеть там отставание по очкам, разницу. Ну и просто же интересно, кто у тебя в группе все-таки находится, кроме самых активных серверов, которые вот здесь как раз соревнуются сейчас за последние места в топ-8. Вот. Соответственно, я уже тут выполнила некоторые задания, легонечко пролистаю для того, чтобы вы могли посмотреть, если кто-то еще не выполнил. Задания не сильно сложные, они перекликаются друг между другом. Соответственно, вот сегодня у нас призыв, понедельник, 120 штук надо сделать призыва. И вот так вот такие вот задания. А завтра, скорее всего, будет еще портал, ну, как бы, не скорее всего, он будет. Я думаю, либо 120 ключей, либо, как обычно делают в таких событиях, 180 ключей портала нужно будет потратить, чтобы закрыть это задание. Я покупала, кажется, один пакет. Здесь опять-таки был, который именно сегодня надо, ежедневно будет обновляться. Вот я его, по-моему, взяла один. И взяла один для того, чтобы закрыть святые кристаллы, тоже за $1. Там было, получается, 50 тысяч очков. Если отнять, то вы можете увидеть, что примерно за задание, ну вот примерно столько и будет, 820, да. По убийствам зверя, скорее всего, нужно 500 зверей убить, может быть 550, но это не сильно много. И, соответственно, вот у меня тут осталось буквально 2 задания, да, сейчас видно 16 400 и еще будет на 18 200. То есть до 950 вы без доната вообще не дойдете. Но в целом обновили здесь, по-моему, скин у нас был в другой в прошлый раз. Соответственно, посмотреть надо, есть этот скин или нету. Если его нету, то, возможно, есть смысл немножко донатить, чтобы его взять. Кроме того, вот эти сундучки тоже очень полезные, потому что здесь есть сокровища, которые у нас чудо, наука получаются.
экспедиции, да, вот этот вот лук, например, ну, я бы его здесь, честно, не брала, потому что будут у нас экспедиции, и там закроется. Если, конечно, там появится новое сокровище, тогда, да, придется брать здесь, добирать вот эти вот 20 фрагментов, которых не хватает, чтобы его пробудить. Вот, ну, это в том случае, если вы ни разу не пропускали экспедицию и закрывали на 20 тысяч очков. Вот, если пропускали, то, ну, тоже возможность добрать. Но я же говорю, я не вижу смысла особо именно это брать сокровища. Есть как бы другие, которые более сложно достаются. Вот, такое вот у нас событие. По поводу самой лиги у нас здесь ничего не поменялось. То есть есть зона плей-оффа и потом зона серверного этапа. То есть сначала мы между собой по группам распределены, вот эти 4 группы, которые я называла, и потом все вместе лидеры выйдут в плей-офф общий северный. Событие растянуто, как по мне, то есть на 48 дней. Опять-таки нужно писать разработчикам, что это слишком долго, нужно сокращать и тому подобное. Не забывайте также, как обычно, здесь сделать обмены. Я вот, кстати, еще не сделала. И такой сложный выбор, на самом деле, что менять. Ну, наверное, все-таки подарочки. Еще не открыто. Вот, да. Ну, как оно откроется, получается, как у нас начнутся бои в топ-8 на следующей неделе. Так надо будет каждый день здесь менять и делать помощь. Также, кроме этого, у нас магазин не поменялся, то есть здесь все стабильно. Для храма, для зверя, для героя немножко. И, как обычно, откроется чуть позже скин и сокровища новые. Вот. Ну, это у нас каждое событие открывается, поэтому это тоже стабильно. Все остальное абсолютно такое же. Тут, в принципе, если посмотреть, ничего не менялось. Не знаю, так быстро пошло это следующее событие, но надеюсь, что у кого-то еще ресурсы ускорения остались, да, после чуда, и будет активное участие все-таки в укромной битве тоже. На этом все. Более подробно уже позже будем разбирать, когда будут бои, будут победы и так далее. И, как я обещала, да, сейчас после видео еще вставятся скриншоты с рейтингами, ну, с другими группами. На этом все. Всем спасибо.